Несмотря на то, что всемирная эпидемия посадила всех по домам, настоящим творческим единицам это нисколько не мешает продолжать и создавать что-то новое. Поэтому даже в такой ситуации мы кое-что накопали и продолжаем знакомить вас со свежими новостями из мира уличного искусства. Так что ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. А мы начинаем. Поехали! Запертая поэтика в центральной тюрьме социальной реабилитации для опаснейших преступников Морелии. Объект высшей степени защищенности штата Мичоакан в Мексике, окружение которого состоит из стен, решеток и километровых заборов, сдерживающих тех, кто находится внутри. Это место, куда приехали 3 мексиканских художника для того, чтобы изменить пространство и динамику жизни, за несколько дней разрушив строгую визуальную составляющую этих мест. Штрихи, цвета, слова и пробуждение воображения стали основными элементами в стилях художников, которые легли в основу создания 3 больших муралов. Работа под названием «Ты снова можешь летать» от художника Спайк. Основа мысли от Сикс. И воспоминания из тюрьмы Саида Докинса. В мексиканской тюрьме, где, учитывая роль влияния государства, подобное явление можно считать беспрецедентным случаем. Для создания работы «Воспоминания из тюрьмы» Докинс собирал материал в виде повседневных фраз, мыслей и переживаний местных жителей. Материал копился благодаря общению с сотрудником тюрьмы, который пошел с ним на контакт. Это полотно из слов, фрагментов жизни, воспоминаний и эмоций стали основой, которая послужила к созданию геометрического образа, символизирующего сплетение дорог, с которым мы сталкиваемся в жизни, своего рода объединение всех переживаний, которое можно испытать, находясь под постоянным контролем. В подобном сочетании ирония стремления к свободе перемешивается с горьким вкусом жизни в заперти. По словам художника, это отражение личности, запертой в тюрьме, его памяти и жизненных моментов. Андеграунд-культура отражает все, начиная от речи и прозвищ заключенных до самых потаенных мыслей о воле и жизни в заперти. Португальский скилл от Helio Bray не перестает радовать нас своими работами. В своем Instagram похвастался переездом в новую студию, в которой, не раздумывая, влил отличный кусок со своим партнером по команде. Также Брей не перестает экспериментировать с холстами, органично вписывая их в дизайн интерьера. Ну и, конечно, пару свежих работ прямиком из улицы. Буги отметился отличной стенкой в Швейцарии с поп-арт-художником Art of Bass, а в условиях гуляющей пандемии вместе с многими другими художниками внес свой вклад, сделав интересные художественные скетчи, которые можно раскрасить как вам захочется. Очень актуально для людей с детьми, да и просто самим провести время за творческим процессом куда веселее, чем за просмотром того же телевизора. Дима Раско активно продолжает свою деятельность, не оставляя в покое пути Московской железной дороги. Также за последний месяц влито несколько нехилых стенок с точными деталями и отличным качеством исполнения. Запахло летом, а значит, пора активироваться и напомнить о себе на стенах города. Немецкий райтер с русскими корнями ОМСК 167 сделал несколько крутых работ в своем фирменном диком стиле. Конкурс на 300 банок от Montana Colors вместе с продолжением карантина также решили продлить до 15 апреля включительно, так что каждый может успеть отправить свой скетч на участие. На этот конкурс отправили свои скетчи уже довольно опытные райтеры, такие как Mate One, Асмоэ Рок, Евгений Чес, Дима СВ, Фокус. Так что у каждого есть возможность получить хорошие призы на грядущий сезон. Свежая работа от Эдуарда Кобра, приуроченная к наболевшей теме пандемии во всем мире, которая призывает верить в лучшее и оставаться в безопасности.
Также интересна одна из последних его работ, сделанная на одной из школ в Нью-Йорке, на которой изображены 5 мигрантов, которые прибыли в этот город около 100 лет назад. Работа площадью 800 квадратных метров является самой большой в его серии работ «Цвета для свободы в США». Интересный проект сделали райтеры Медиан и Эйден на юге Германии, расписав часть моста в довольно интересном ракурсе. Отличная подача стиля и формы, смотрится такая работа очень впечатляюще. Вообще, хочется отметить райтера Медиан за довольно необычное сочетание форм в его работах. Реально свежая динамика, а в коллабе с хорошо отработанным персонажем от Эйден выглядит просто бомбически. Мартин Рон, аргентинский мурал-художник, за 2 дня до объявления карантина успел закончить и свой новый проект в пригороде Буэнос-Айреса. Новая картина на одном из жилых домов размером во всю длину фасада с изображением совсем молодого парня, прощающегося со своим шариком в виде сердца. Картина несет определенный посыл, который автор описал так: «Тот, кто привязывается к удовольствию, разрушает весь полет и наслаждение жизнью, а тот, кто готов отпустить с любовью в сердце, будет жить на заре тепла и солнца вечно». Отличная работа просто невероятных масштабов, выполненная в привычном стиле Рона. Подобная фреска также была сделана им и в России не так давно на фестивале Urban Morphogenesis, также несущая определенное социальное настроение людям, но уже в спальном районе Москвы. А на этом у нас на сегодня все. Следите за следующими выпусками на нашем канале. Будьте здоровы и увидимся уже совсем скоро. Всем удачи и пока!